Всем привет! Это Бувыгад, и сегодня у нас обзор часов. Обзор G-Shock GWN Q1000. G-Shock Golfmaster, созданный для водников, моряков, для всех, кто связан с водой, и для тех, кто занимается активным образом жизни, например, я. Ой, О, провалился! О! Расскажу о часах. Они имеют очень богатый набор и функций датчиков давления, глубиномер, заходы и восходы солнца. Ну, в общем, вообще все, что может понадобиться путешественнику. Например, изменение давления. По изменению давления, понижению или повышению можно на жидкокристаллическом дисплее легко определить, что будет с погодой. Улучшается, ухудшается. Простой человек, дилетант в метеорологии, сможет определить изменение погоды. Скачки и падения атмосферного давления фиксируются на жидкокристаллическом дисплее. В любой момент времени можно их увидеть. Ну, так скажем, хронология сохраняется. Плюс резкие перепады давления точно так же фиксируются определенным образом, и звуковым сигналом вас оповещают, что давление изменилось. Резко упало, либо резко поднялось. Электронная синхронизация времени по радиоканалу. К сожалению, в нашем городе и, возможно, в нашей стране эта функция не работает, но тем, кто много путешествует, это будет актуально. В любое время всегда любопытно на отдыхе, на море, на пляже знать глубину. Мне, например, я очень люблю статистику, поэтому я бы всегда фиксировал глубину погружений. Классика G-Shock, 5 будильников, секундомер, таймер и ежечасный писк. Интересна функция компаса. Может показаться, что это банально и просто, но на самом деле часы показывают азимут движения, куда нам нужно попасть. Сейчас расскажу как. Приведу пример ориентирования на остров относительно нас. Для начала навигации, то есть движения на остров, например, в кромешном тумане, при каких-то других условиях. Ну, остров — это просто пример. Позиционируем стрелку, точнее циферблат района 12 часов на остров. То есть 12 часов смотрит на остров, то есть туда, куда нам нужно. И включается компас. Выбираем компас. Стрелка фиксирует направление и показывает нам 109 градусов азимут. То есть это нужно увидеть, здесь зафиксируется 109 градусов азимута. Сейчас стрелка показывает исключительно на север, а циферблат 12 часов на остров. Вот здесь показывает азимут. В часах встроен уровень прилива и возраста Луны. На самом деле штука очень актуальная для тех, кто живет с океаном или с морем поблизости. Очень удобно отображается предстоящий, так скажем, период морской. То есть будет не то прилив, не то отлив. То есть очень здорово и удобно. Вот здесь такая шкала. Вот левая ее часть. Если стрелка находится слева, это означает, что прилив еще впереди и он начинается. Ну а функция вот здесь, если стрелка находится справа, то значит прилив уже закончен. С помощью альтиметра, он же высотомер, можно измерить высоту охотничьей вышки, найденную внезапно где-то в лесу. Процесс измерения, естественно, очень простой. Измеряем высоту в 257 метров и теперь забираемся наверх и фиксируем ее там. — 266 метров. Путем нехитрых вычислений получаем 9 метров вышку. Грех не воспользоваться компасом, стоя на вышке, и не удовлетворить свое любопытство, и не увидеть стороны света. Да, север там, куда и показывает магнитная красная стрелка. Линейка Casio G-Shock, как всегда,
надежность и крепкость превыше всего. Ценителям линейки Casio G-Shock не нужно ничего доказывать, показывать. Одни из самых надежных и крепких часов. И G-Shock – это приговор. G-Shock – это гарантия качества и, пожалуй, одни из лучших неубиваемых часов современности. G-Shock Golfmaster сейчас полетят с этой чудесной 10-метровой вышки. Конечно, это не то, чего всем бы хотелось – бить их и долбать об асфальт. Но часы не мои, я должен их вернуть, поэтому пока только такая проверка на прочность. В одном корпусе барометр, термометр, компас, служба информации захода и восхода солнца, возраста луны, приливов, отливов. К сожалению, у меня здесь нет вышки, которая отвечает за синхронизацию часов. Нету солнечной батареи здесь у меня, вот в этих руках, вот здесь, потому что аккумулятор у часов заряжается солнечной батарейкой. Солнечная батарея где-то заныкана вот здесь, в самих часах. В них не нужно менять элемент питания и всегда зарядка. Даже сейчас, когда я снимаю этот обзор, они заряжаются. Естественно, есть шкала, сигнализирующая уровень заряда, высокий, средний и минимальный. Тип механизма кварцевый. Браслет из пластика. Браслет удобный, нареканий не вызывает никаких даже при застегивании в толстых водолазных перчатках. Глубиномер 50 метров. В часах можно заниматься дайвингом, ну и просто нырять с трубкой. Одна из актуальных для меня функций – это функция термометра. Всегда хотелось ее иметь в своих часах. Здесь она есть. На данный момент температура 3,8 градусов, температура окружающей среды. То есть вода в Енисее сейчас как раз 3,8. Термометр очень любопытная вещь. И много когда я бы ее применил просто для статистики, для информации для зрителей, например, при съемке моих видосов. Глубиномер. Тоже интересная, забавная штука. Всегда, где я нырял за границей, за рубежом, в наших российских озерах, мне не хватало просто вот этой любопытной статистики глубины. Все функции на часах я опробовал на практике, причем в реальной практике, как это видно сейчас. Кстати, температура изменилась на 3,7 градуса. Водозащита часов 200 метров. Это говорит о том, что в принципе в них можно заниматься дайвингом. 50 метров – это максимальная глубина, которую могут определить часы. В часах можно заниматься дайвингом, ну и просто нырять с трубкой. На первый взгляд, это имиджевые часы, сохранившие весь функционал и практичность G-Shock. Кратковременного воздействия светодиодной подсветки достаточно, чтобы светонакопительные элементы циферблата стали светиться после ее использования. Я думаю, что многие сейчас скептически отнесутся к моему обзору и скажут, что все эти функции высосаны из пальца. Но скажу однозначно, что так кажется до тех пор, пока не встретился с тем или иным случаем резкого изменения погоды, перемены давления. Я думаю, опытные походники такой информацией бы не пренебрегали. Увидев такие часы на улице, у кого-то на руке, скорее всего, Покрафт наш чуть не уплыл. Скорее всего, я просто посмотрю на этого человека и, может быть, несколько больше его зауважаю, скажем. Потому что нужно выбрать конкретно такую модель, это не просто так. После ныряния и экспериментов в ледяном Енисее неплохо погреться у печи, погреть руки, попить горячий чай. А часам все это не нужно, они постепенно приходят в норму, и температура на градуснике поднимается. Сапфировое стекло проверено временем на всех предыдущих моделях G-Shock. Часы оригинальные также подойдут для мажоров, для стиляк и справятся с задачами, как были поставлены передо мной. Ныряние, падение с высоты, измерение температуры, все в них есть. И выйти не стыдно,
Ну, к сожалению, часы отправятся обратно рекламодателю. Я забуду о них, но буду продолжать пользоваться моими собственными G-Shock, также проверенными временем. По-настоящему качественные, дорогие современные часы, это прикольно. Хотелось бы, конечно, их оставить, но они уедут домой. В общем, все было нормально. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылка на модель часов и на каталог G-Shock в описании ролика. Смотрите, выбирайте. Сезон в разгаре. Всем нужны новые часы. До новых встреч.